Офигеть, вот это звук. Ты посмотри. Ты слышал? Оу! Что-то бахнуло. Господа, здравствуйте! Добро пожаловать на ту самую серию Audi, которая не вышла в прошлый четверг. Но выйдет она именно сегодня, когда вы это смотрите, то есть по нашим меркам через 1,5 недели. И казалось бы, у нас есть много про что рассказывать, но этого очевидно недостаточно, потому что уже был первый выезд, и хочется в этой серии тоже, честно говоря, куда-то поехать. Для этого нам нужно подсобраться, немножечко доделать электрику и, самое главное, начать настраиваться. Этому всему препятствует ряд вещей. Попутно, естественно, еще делается и косметика. Сейчас все расскажу. Из простого в этой серии снова малярка. Да, давненько не было Miller Reef, скоро вы их снова увидите, может быть месяца через 1,5, потому что уже у них 14-я чайка. Там она уже красится, но и обо всем этом позже. А у нас пока из простого это зазоры, потому что это все стоит как-то странно не по заводу. То ли китайские поворотники депо, почему бы, кстати, и нет, опять же, яр, может быть, дело и в них, а может быть, дело еще и в зазорах кузовне, которые не до конца выставлены. Потом еще нужно сюда присобачить бампер, пока его присобачить, его надо еще для начала покрасить. После этого у нас еще должна встать ниша запаски, которой нет, и у нас уже встали ручки дверей. То есть теперь наконец-то можно делать вот так. Как это просто и как долго мы к этому шли. Эта опция была нам недоступна предыдущие 16 серий, но тем не менее на 17-й, вы видите, ручки появились. Они появились все 4. Не переживайте, вот эти кнопочки обязательно будут покрашены. Кстати, меня это раздражает, почему ты смотришь многие проекты по реставрации, восстановлению S4, S6, соток, и все время про вот эти кнопки все забывают. Это направляющее стекла. Потому что стекло движется, там такой штырек, и оно движется по направляющей, которая там под этим стеклом. Здесь такая же кнопка, она тоже стертая, рамки, вот эти все резиночки. Значит, ребята нашакалили еще разборку. Где-то под Красным Селом, да? Красное Село ты вроде говорил. Ну, Красное Село, но есть прям название. Название?
Удивительно. То есть не просто в поле, да, стоят? Не в стоге с сеном. В общем, куча этих мелочей. Типа вот здесь вот это все, вот резиночки, пластмассочки. Вот эта маленькая пластмассочка, которая вот здесь. Ее у нас не было даже, оказывается, с покупки машины, а она здесь быть должна. Нам также люди другие любезно предлагали центральные стойки с сенсором для инфракрасного ключа. Как в Audi 80, по-моему, в 15-й серии вы это видели. Нам предлагали сюда. Но это только сенсор. Без блока, без ключа, естественно, без управления, чтобы у нас мог быть некий эмулятор брелка. То есть, вернее, мы могли с ключа открывать дистанционно машину, но основного всего нет, поэтому будет стойка глухая без этой супер опции. Также еще в салоне появляются пластиковые накладки на салазки кресел. То есть там теперь не будут торчать болты наружу. Да, оформляется электрика. Залетела наконец-то торпедо, но это далеко не все. Помните, в одной из прошлых серий я говорил, что в Скрю ребятам требуются работники, слесаря. И спасибо вам огромное за отклик. Более 200 заявок пришло. Ярослав там с ребятами всю ночь, по-моему, сидели, отвечали на них. Это яркий пример того, что даже такому оффлайновому бизнесу, как мастерская, который присутствует на местности, нужна реклама, чтобы развиваться, искать сотрудников, клиентов и так далее. И реклама это должна быть в интернете. Яркий тому пример — наше с ними сотрудничество. В общем, как вы все давно логично и закономерно поняли, рекламироваться в интернете надо. Но когда ты ИПшник, как вот, допустим, ребята, то заниматься этим времени нет, потому что ИПшники работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И просто не остается никакого времени, кроме работы, на занятия вот этой рекламой. Но есть офигенский секрет. Существуют сервисы, которые занимаются вашим продвижением, рекламой и раскруткой за вас. И яркий тому пример — Яндекс.Бизнес. Это сервис, который сам вам приведет клиентов, пока вы занимаетесь важными делами. А вам не нужно тратить время на все вот это вот маркетинговое, в чем вы разбираться не хотите. Яндекс.Бизнес — это место, ну или хотите, это сервис, куда вы заходите, просто указываете ссылку на ваш сайт или страницу в соцсети, конкретно рассказываете, чем прям занимается ваш бизнес, и дальше система сама автоматически анализирует вашу страницу, вашу аудиторию, сама создаст нужные объявления, разместит их на нужных площадках и сама приведет вам ваших покупателей. Причем размещение объявлений происходит именно там, где обитает конкретно ваша аудитория. То есть, к примеру, это поиск Яндекса, 1000 сайтов партнеров, те же самые Яндекс.Карты или Навигатор. То есть это очень удобно, когда кто-то из ваших клиентов хочет найти ваш вот такой вот оффлайновый сервис. Причем, чтобы начать полномасштабную рекламную кампанию, не обязательно обладать каким-то крупным бюджетом. Конечно, все зависит от того, какого типа у вас бизнес, но рекомендуемый первоначальный рекламный бюджет составляет всего от 3000 рублей в месяц. Ну и от меня есть приятный бонус для новых клиентов. При оплате рекламной кампании в Яндекс.Бизнесе вы можете указать промокод «Академик». Он также будет в описании, и тогда ваш бюджет на первую рекламную кампанию увеличится на 3000 рублей. Но промокод действует только до конца июля. Так что спешите и начинайте вашу первую рекламную кампанию в Яндекс.Бизнес уже сейчас. А подробности в описании. Пластиковые порожки, их пришлось купить новые, потому что те были, ну, совсем угвазданы просто полностью. И эти новые, они чуть менее угвазданы, чем старые, потому что на самом деле они такие же старые. То есть у них вот эта кромка идет, вот она вся обгрызана, ее частично не хватает, и тут искать их, возможно, можно в лучшем состоянии, но, скорее всего, мы не найдем. Поэтому они будут просто чуть меньше взяты и подрезаны, чтобы вот этого грызаного края не было. Они будут вот такие менее грызаные. Далее у нас торпеда, она хоть и стоит, но стоит вот так, и ничего с ней по-другому не делать, потому что не хватает двух направляющих. Эти направляющие были во второй серии по Audi, и в Mill Reef она заехала с этими направляющими на торпеде, а вернулась, судя по видео, уже без направляющих. Таким образом, ребята в Mill Reef зашакалили две направляющие, без которых эта торпеда теперь стоит вот так. Где-то надо еще искать две эти пластиковые направляющие из-под торпеды у Audi 100. В общем, снова добро пожаловать на разборки. Дальше вот здесь, видите, тоже пробой краски. Это нужно перекрашивать. Соответственно, эту стойку вести назад. Также еще сзади есть у нас, опять же, отсутствующая ниша запаски, но которую нашли. И почему ее до сих пор не стоит? Потому что в той же второй серии в Mill Reef эту нишу запаски вытаскивали долго и мучительно. И, естественно, она в процессе этого вытаскивания треснула. Причем вытаскивать ее пытались действительно долго. И грели, и старались. И можно много в этом обменять в Mill Reef. Но в итоге нишу запаски мы поехали искать новую. И, вернее, бэушную с другой машины. И вы знаете, оказывается, действительно их невозможно снять. Потому что ту нишу запаски, которую купили на разборке, а также много других ниш запаски, они часто продаются с вырезанным полом. То есть ее действительно практически невероятно отделить от железа, к которому она приклеена. Поэтому, если вы хотите купить нишу запаски, она пластиковая, не треснутая, ее просто вырезают с куском лонжи и прямо с полом. Такую, собственно, и нашли, и купили. Да, вот Михаил, он работал на разборке, да. Он подтверждаешь, в общем, да? То есть Mill Reef не имели возможности вытащить эту нишу.
Ее струной режешь, но все равно Да, пластик. и все, вот так у них и получалось. Плюс есть еще теперь бампер. Он уже в милрифе в покраске, потому что он синий, задний, практически идеальный. То есть оба бампера у нас есть, значит, можно выставлять зазоры. Плюс появляется куча вещей, типа, знаешь, вот таких вот. Вот эти вот сюда, вот эти вот вперед на капот. Все эти уловители капота, они обычно здесь или потрескавшиеся, или убитые, или их вообще нет, просто никогда не было. Теперь они везде стоят, есть всякие, ну, про эти пластмасски уже рассказывал. И, ой, а я еще не показывал с прошлого вот эти штуки. Вот, я вам рассказывал, человек... Огромное спасибо уважаемым подписчикам. На 3D принтере печатает вот такие вот проходы борта, условно. Проходы металлических поверхностей. То есть вот сюда, видите, у нас провод вставляется, и даже эта резинка у нас теперь новая. Да, это, конечно, не резинка, это пластик, который очень мягкий на 3D принтере по своим свойствам напоминает резину. Но вот таких вот несколько штучек он нам прислал. То есть вот эта, к примеру, у нас старая, вот она по ней видно, а с этой стороны она стоит новая, и это кайф. То есть даже теперь, вот это тоже, кстати, вот она на 3D принтере. Да, вот здесь они две старые, а вот это раз новая и два новая. То есть вот какие люди красавчики. Вот такая мелочь, представляете, просто и в нее вставляется провод и уже проходится, чтобы ничего не шоркало, не разваливалось, туда влага не текла. Это, конечно, космос. И вы представляете, из чего собирается вот эта сборочка? Из таких резиночек, саморезиков, вот этих вот направляшек, стопоров, уловителей капота. Сколько их всего, не разберешь, что из них было с машиной, когда мы ее покупали, чего из них не было, что сломалось, что осталось в милрифе, что еще и так далее. Сейчас же только дверные карты приехали, Яр, вот это то, что я видел. 5 минут назад, да. Дверные карты приехали, которые можно теперь собирать, доделывать электрику. Александр возвращается из Беларуси. Когда? Завтра утром он стартует. Какой молодец. Да? Какой молодец, вы видите. На расслабоне. Ну да, тем более в четверг серия не выйдет. Я думаю, Александр был в курсе максимально быстро об этом, да, и понял, что терпеть тоже, не терпеть, и понял, что торопиться теперь тоже не стоит. Он приезжает, доделывает электрику, ставятся карты, дособирается салон, начинается настройка, чтобы нормально ездить. И мы еще до сих пор не были на развале, и еще тормоза не доделаны. Один трос ручника на задний левый, они просто его не успели. Одна трос ручника есть, вторая пока нет. Вторая еще делается, в общем, да. И еще непонятно, встанет ли ниша запаски, потому что она может конфликтовать с банкой. С другой стороны, нам все равно. Если она не встанет, значит, дальше не будем ставить. Пока какое-то время. Да мне кажется, заклеим пленкой, а потом выхлоп будем переделывать. Есть крышка пластиковая, можно просто крышку пластиковую поставить. Да. И закрывать нишу. Просто сейчас этим, чтобы не заморачиваться. А потом, когда уже будем выхлоп делать нормальный, когда после бамперов встанет, там и банка поменяется, и тогда уже ниша встанет. А что нам сейчас это все городить? Нам сейчас смысл от того, что эта ниша есть. Чтоб в салон ничего не летело. Так вот заклеим его просто чем-то. Бакелитка, мы же теперь марин. Так у нас и бакелитка есть, и оргстик. Подразделение. Все сейчас сделаем, точно. И здесь можно будет продавать туры. Это будет, как это называется, дорожный контроль. Вот здесь датчики будут стоять, там фиксировать все это. Короче, лепота. Знаешь, что еще у нас? У нас, короче, очень печальные вот эти жабры сзади. Они прям вообще не прилегают никак. Тут будет все закидывать нафиг грязью. Что с ними бы сделать, конечно? Позвонить в Колпино? Вероятно, может там есть жабры в лучшем состоянии. Пора звонить. Да, потому что я отсюда сейчас вижу улицу, а значит улица в плохую погоду будет видеть обшивку салона. И здесь будет откладываться влага, и как всегда мы любим, вот эти вот ниши крыльев, они пойдут в лес очень быстро. А это нельзя. Продолжаем. Как вы поняли, у нас уже заезжают дверные карты. Боюсь даже это трогать, чтобы не запачкать. Дверные карты восстановленные, классные. У них теперь есть уголки, которых раньше не было. Теперь они стоят четенько, идеально прилегают. Это пока одна, вторая у нас еще вот здесь. Вот она будет выставлена. Также поставятся передние. Дооформится немножко салон, и у нас завтра, послезавтра уже тестовые обкаточные выезды, после которых, по идее, у нас должна быть снята отсечка. С 4 до
Рано? Рано. Ну как так? Ну рано. Ну хочется прямо вот уже... Вот, надо. Хорошо, по вашим предположениям. Саню. По вашим предположениям, Ярослав, предполагаемое количество... Ну сейчас мощности там до 100 сил, мне кажется. 102. Может быть, да. Ваше предполагаемое количество мощности после вот этих первичных выездов? После первичных 250 какие-нибудь. 250? Ну, Это очень оптимистично вы смотрите. То есть уже сток значений какие-то мы сток получим. должен быть. Там сток 235, по-моему. Или даже 220, Да. если не ошибаюсь. Ну, Очень, потому что очень интересно, потому что уже 430 хочется поездить. Ну, в общем, главное, что сегодня у нас что? Понедельник, обкаточные выезды у нас вторник, максимум среда. Значит, в среду вечером мы уже снова на этой тачке поедем и почувствуем какую-то разницу. Да? Да, Значит, в этой серии будет выезд. будет. Потому что серии-то теперь у нас, похоже, раз в 2 недели, и люди ждут конкретно результат. Почему так произошло? Смотрите, в начале проекта, когда мы начинаем все делать, у нас одновременно делается миллиард запчастей. Поэтому что-то из них делается быстрее, что-то медленнее, они с какой-то скоростью определенной на нас валятся, есть что прикручивать, и всегда, даже если кто-то одни делают медленнее, из этого миллиарда, по статистике, 500 миллиарда начинают приходить сейчас. Вам есть что делать. Идет время, с 500 миллиарда количество готовых запчастей, которые должны делать, сокращаются до 250 тысяч, миллионов вернее, и потом уже до 250 тысяч, потом до 5, потом до 10 всего деталей. Так вот сейчас наступило такое время, когда уже нечего даже делать, и оставшиеся детали все еще делаются, а перебить имеющуюся дыру в медиаплане подъезжающими новыми деталями уже нечем, потому что они уже все сделаны и находятся или у нас, или нет. И про оптику мы еще не рассказали. Вот она. Да, то есть есть детали, которые сделались, но они не подходят теперь, потому что они все-таки не от этой машины. И почему так произошло? Это вообще большая загадка. То есть наша многострадальная оптика, которая сделана готова, все. Здесь вот. Вставил Давайте и поехал. принесу, пока. Да, но она не обладает всеми точками крепления, какими должна. Потому что вот здесь вот у нас есть, вот вы видите дырочки, раз и два. И в них должны залетать направляшечки. А направляшечек у нас почему-то в этой оптике нет. Вопрос, их не было совсем или их не стало после тюнинга. Мне кажется, их не было совсем. Учитывая, что оптика все-таки бэушная, вот, яркий пример. Вот смотри, Да. вот это бленда, которая стояла. Вот они. Это направляющие. Клыки, это резцы, Да. видите? А здесь обломыши. Угу. И, соответственно, она у нас вот здесь прикручивается, а здесь вот такой вот результат. Угу. Это не хорошо. И это мы еще до бленды не дошли. Так, бленда вот То есть, тоже... Часто мы в наших видео про какой-нибудь там УАЗ или что-нибудь еще, здесь уже, видите, идет работа, потому что поксипольчик. А он здесь тоже не просто так. Причем мне нравится квалификация. Поксипол размешивается тестером. Да, то есть... Проверяем. Лёш, фазы-то не было в поксиполе? Все в порядке? Тебя не било? Протестил? В общем, в сериях про УАЗ или Жигу мы часто вам рассказывали такие приколы, что новая деталь не подходит на место старой. У нас нет новых деталей, у нас старые, которые должны вставать на место старых. Но вот эти точки крепления, они на одной бленде не совпадают с точками крепления на нашей крышке багажника. Учитывая, что крышка багажника от некой третьей машины, у нас есть первая машина, это наша, вторая машина, от которой, видимо, это бленда, и третья, от которой у нас крышка багажника, а крышка багажника у нас от сотки, то они при этом не совпадают. И вот это вот парадокс. И приходится эти крепления, что? Правильно, перепресрать сюда каким-то образом. Тоже просто, причем старая эта бленда на новую крышку багажника встала, Да. а это не встает на эту крышку багажника. И это же вак, в нем не может что-то сильно отличаться. В общем, большая загадка, короче. И вот эта круговерть начинается, которая отнимает капец сколько времени, потому что это не просто поставить новую оптику, это потратить еще день, а может быть и больше, чтобы поставить эту оптику. И только тогда она будет на месте. Вот почему серия не выходит. Больше времени на то же самое.
5 июля. Вторник. Вы смотрите это через 2 дня. Ну, то есть сегодня мы готовимся к выезду на настройку. И, господа, у нас уже стоит Hella Black. Вы же это видели, крепление переделали. И мы снимаем упаковочную пленку. Какой цвет? Это же не просто красный. Он реально играет. И сейчас хлоп, лак на пленке. Поэтому нужно... Да, мы тут... Многие из вас спрашивали, что за пленка, где купить. Нигде не купить. Очень редкая дефицитная пленка, упаковочная. Спрашивайте в интернете. Мы задолбались искать тогда, когда мы ее искали. А сейчас, наверное, еще сложнее будет. Да. То есть мы сейчас обычную бы пленку так снять не смогли. Это что, заново анбоксинг получается? Да. Это было страшно. Я хочу просто заднюю часть распаковать, чтобы мы скорее увидели, как выглядит бленда черная с красным. Сейчас, давай еще это крыло. Блин, цвет-то реально мощный. Он же не просто красный, это сейчас прям очень чувствуется. А ты ж ни разу ее вот так... Нет, ни разу не видел. Собранную ее еще никто не видел, по идее. Ну, по идее... Бленда-то не стояла никогда здесь это. И наша задумка, чтобы это было контрастная, черно-красная шайба под пленкой. Это проставка. Нет, пленка нормас, ничего не обдирает лак. Так, сейчас очень будет, по идее, дерзкий видок. Слишком, я бы сказал. Слушай, какая ляпушка, еще бампер на это ляжет. Но это же просто мечта. Бампер же тоже с черной полоской. Мечта города Мытищи. И бампер же будет с черной полоской. Да, конечно, здесь же все, поддержка будет. Это же не просто так. Потому что это же именно S4, и у бампера пластиковая листва здесь еще будет. И по дверям пластиковый черный молдинг, и в передней части также. И именно поэтому Hella Black. Если бы мы строили машину синюю какую-нибудь, это была бы Hella Red. То есть просто красная бленда была бы, сплошняк. Но поскольку у нас красная, то красный Hella Red сюда, ну просто это был бы такой моноблок, как твой Xiaomi. А мы хотели получше. Не, ну она максимально дерзкая, еще на этом стволе такая сзади. Также для выезда у нас есть временное решение, поскольку нишу запаски пока не ставили. Здесь вот есть просто такая закрывашка штатная, которая сюда, но чтобы, грубо говоря, пыль в багажник не летела. Потому что сейчас эта крошка поскочит. Поскочит она, естественно, на испытательный полигон в Лейпциге. Да, там все можно. Угу. Это приятно, я хочу сказать. Как будто новая машина. Как будто новая, да. Знать бы только, что я за нее отдано больше, чем за новую. Но учитывая, что это Audi, это было в любом случае немало, мне кажется. Дешево мог стоить только Opel все года. И то не каждый. О, какая она, конечно, а. Мы же все время помним ее в виде гадкого утенка. А тут зеркала еще не крашеные, и мы еще думаем. Вернее, их все равно красить, это понятно. Не такими же останутся они. Но мы сильно размышляем все-таки, делать их красными или оставить черными. Ну да, это тачка. Это да. Очень широкая. И спереди, и сзади за счет дисков такая прям стоит. Еще когда ниже ляжет моська. Еще шире будет смотреться визуально. Да, будет прям жаба такая. Агрессивная жаба. Пес знает насчет красных порогов. Может быть, действительно черные все-таки придется делать. Надо до конца. Надо до конца. Еще резинка черная залетит по низу дверей. И этот подрежется. Но сейчас пока нижняя часть, конечно, выглядит провально. Чуть-чуть. Но это надо собрать, посмотреть и закрасить порог-то уже после всего, что мы пережили, это можно. Приехала довольно важная деталь. Казалось бы, первый выезд. Бери да едь. Вот она тачка, классная, видите, со снятой пленкой. Ну, все-таки уже пушка настоящая. Но невозможно без вот таких вот маленьких кронштейников установить торпедо.
Оно иначе делает вот это вот все ахалай-махалай по всему салону и хронически туда не ставится вплотную. А вот эти разъемчики, они уехали в милриф и дальше в процессе малярки были безвозвратно утрачены. Поэтому найти их оказалось довольно сложно, потому что обычно все остальные их также снимают, и они остаются или на кузове в металл уходят, или остаются на торпеде и куда-то теряются. В общем, отдельно не каталогизированы. Пес пойми, как найти. Нашлись в итоге на разборке в Колпино. Спасибо огромное ребятам. Приехали кронштейны, теперь они устанавливаются, может быть вставлена торпеда, и дальше уже можно начинать окончательную сборку всего этого на свои места. Плюс, только сейчас выяснилось, что обшивки дверей ставятся все нарядно, но ручки у дверей оказались не крашеные. И здесь на контрасте очень хорошо сейчас будет видно, зачем мы страдали. У нас в процессе реставрации замылился просто взгляд. И мы, когда карты получаем от Паши с реформы, мы, карты, отдали карты, получили карты. А вот на контрасте, какие они были, и вот какие они стали. Вот эту ручку забыли отдать Паше, соответственно, в реформу. И она забыла покрасить. Вот этот пластик тоже, вот он еще засаленный весь, он такой. А так-то карты отдаешь, карты забираешь. Классная карта, сочная, как новая. Но мы забыли, какие они были в начале. Вот оно, настоящее качество. Вот такими их отдавали. Вот они, убитые, обдолбанные карты. Вот такие были. Но сейчас отдадим, покрасят, и ручка такая будет. Но на первый выезд это не влияет. Так что едем. Первый выезд, господа. Первый условный выезд. Что-то руль большой с непривычки, кажется. Ты хочешь тронуться хорошо. На 2000 прекращаем. Первая. Ой, извините. Вторая. Третья 1100 сейчас. Ну давай в пол. В пол? Да. Две тысячи. Короче, мы сейчас на третьей передаче 1000 оборотов держим и потом давим в пол до 2500. То есть мы такие спокойные. Все, третья на 1000. В пол. Есть. Ты отпустил, да, в какой-то момент? 2600 я отпустил. 2600 отпустили. 5. Пора тормозить уже. Здорово, Офигеть, вот это звук. 5. Пора тормозить. Да и развал. Колесо клинануло. Поехали? Поехали. Трэш просто. Пипец, они, наверное, обосрали сейчас. Оно за что-то зацепилось. И я удержал. Да, это жестко. Оно вообще оторвалось, открутилось, подвеска ушла. Это был пи***ц. Я еле удержался. Подвеска разломалась, все. Эсочное крыло. Порог, который мы так долго восстанавливали. Просто подвеска ушла назад. Я больше стреманулся это удерживать. Я тебе хочу сказать, вот в чем было очко, потому что по ребрик мы на тормозах летим. Там кулак сломался. Кулак сломался? Куда шаровая вставляется, выломало это место. Как? Вот он. Точно, оторвала. Вот Да. она же висит шаровая в натуре. Отломала рычаг кусок. Охренеть. Обоссаться, не рычага, Ну, кулак. кулак вот этот вот поворотный, да. Как можно было отломать кулак? Ни удара не было, ничего, просто тормоз нажали. Просто на... Вы просто Даже вот- не в ударе тормоз был, еще так спокойно, то есть. Эсочное крыло, смотри. Этот самый порог, который тот выстукивали-то, вот этот Да. вот, воссоздавали. Подожди, дверь не задета? Дверь чуть-чуть прям. Дверь задета, да. Причем реально ни удара, ничего, асфальт То есть, ровнейший. вы не стартовали Я просто же еду, ничего, нажимаю, да, у нас где-то 5500 отсечка у мотора едет.
Едет? Ну, как бы сил немного, но прямо вот Звук космос. я спокойно нажимаю на тормоз, и она вправо на поребрике. Я такой, все, конец, короче. Тормоз, Тоже в этот момент. тормоз отпускаю, ясен-красен, потому что уже тормозить некуда, и удержались, это хорошо. Вот даже по следу мы уже близко у поребрика были. Прямо вот поребрик. второй кулак рисковал оторваться в этот же момент, только уже об поребрик. Лейпцигский. Получается, на 150 кулак у меня еще не отваливался. Причем здесь один же рычаг, то есть когда у тебя просто колесо уезжает в сторону и назад, то есть оно не крепится больше ни в какой оси. Была бы многорычажка, да. Да, была бы многорычажка, один рычаг, он бы начал как-то болтаться, но колесо держалось. Здесь оно сразу уходит назад в крыло и наружу, и все это на 150. А эсочные кулаки — это эсочные кулаки, они Поэтому необычные, да. Ну, в общем, поэтому следующий четверг видео не выйдет 100%. И нам не хватило доли секунды, чтобы завершить первичную настройку, после которой мы уже возвращаем машину в Россию, и она уже настраивается на стенде, то есть дальше уже все максимально безопасно. Так, я звоню в Лейпцигскую Гроссгвардию. Сейчас приедет эвакуатор. Мы пока тут ехали на эвакуаторе, параллельно стали искать эти кулаки, связались с людьми в Казахстане, естественно, с опытными, и они сказали, что это вообще болезнь. Ну, то есть, а причем второе ухо-то тоже надорванное, ёптель ты моптель. И если мы возьмем вот так в разрезе, то видно, что треснуто это уже было. Забавно, что это было пропущено и на пескоструе, и потом прочим. То есть, возможно, трещина была действительно очень маленькая, но она была старая. И вот это ухо, оно держалось вот только на маленьком кусочке, на 3 миллиметрах чугуна, и все. Задача теперь получается такая, что надо ухо приварить, чтобы машину поставить на колеса, а дальше машина отправляется в Mill Reef, где, соответственно, красит крыло. Теперь уже точно пороги в черный, как вы любите, потому что порог все равно перекрашивать, и пороги уже, видимо, теперь будут черные. Попутно в Mill Reef лежат бампера, которые давно нужно было покрасить. Еще там парочка моментов, и получается, что следующее видео выйдет по-прежнему через 2 недели. Варим мы кулак сейчас для того, чтобы машину поставить на колеса, чтобы хотя бы в малярку машина уже смогла нормально доехать сама, съехать на с эвакуатора, заехать на эвакуатор, перемещаться по боксу, поэтому нужно приварить эти уши крепления обратно, чтобы можно было машину поставить на колеса. Причем мы хотим найти новый кулак. Их в наличии много бэушных, но вот бэушный у нас есть. Мы специально сделали вам подсъем. И вот наши 2 уха. У одного уха уже есть следы сварки. И даже та самая трещина, которая там образовывалась заново на втором ухе, она тоже была с трещиной, она к следам сварки не относится. Но есть и то ухо, которое отвалилось у нас. И на нем есть также следы сварки. А наша трещина пошла в новом месте. Не в том, где это ухо варили. Получается, что это болезнь этих автомобилей. И как хорошо вы бы не сварили это ухо, трещина просто пойдет в другом месте. Так что из соображений безопасности, плюс на нашей возросшей мощности, квадростарт, вот эта вся передняя подвеска вот так туда сюда ходит, а один-единственный рычаг, который приходит в этот кулак через эту шаровую, это ухо хочет, конечно, выломать. Так что, видимо, придется в любом случае решать вопрос с усилением этих ушей на кулаке, потому что рано или поздно они будут вырваны, потому что мы теперь поняли, Никита пошутил, теперь понятно, почему, когда мы машину покупали, передние крылья были пластиковыми, потому что уже оба колеса со временем сделали эту чебурашку,
И, соответственно, помяли также крылья. Следовательно, нам это не нравится. Эта практика показывает, что как бы вы хорошо не заварили это ухо, какой бы уровень сварки у вас не был, она просто найдет новое место, чтобы сломаться. Это выглядит как безысходность. Мы стали обзванивать людей, кто занимается детальем, они сказали, да, это болезнь. Причем это максимальный кулак. Такие кулаки ставились только на мотор 2.8 V6 или на АН, то есть наш турбовый. То есть это максимальная мощность двигателей. И именно тот самый сильный, но все равно его ломает. Непонятно. Будем решать это в следующей серии. Сейчас главная машина просто собрать, и чтобы уехала. Еще, смотрите, у нас сзади уже нету задней банки глушителя. Мы это сделали для того, чтобы когда машина уедет в малярку, там уже точно вклеили нишу запаски, которая сейчас лежит в Милриф. Милриф машина, по секрету я вам хочу сказать, должна была пойти еще в прошлой серии, но мы это все отложили, чтобы было больше движения в видео, потому что все равно нужно ставить бампера, молдинги, теперь еще красить пороги, выставлять у всего этого зазоры, есть еще список работ, так что в любом случае вроде как у нас даже порядок всего не нарушается. Самое обидное, что нам не хватило еще одного заезда, чтобы полностью сделать тестовые первые обкаточные топливные карты. То есть мы раскрутили мотор до 5500, можно было крутить его до 7, 7200, это уже полноценный был бы диапазон до отсечки, в котором топливные карты были бы тестово первично настроены с гражданским маленьким бустом, типа 0.4-0.6, что-то такое, и машина уже могла ездить на каких-то около стоковых по лошадям значениях. Но сделать этого не получилось, потому что на предпоследнем заезде мы обкатали только до 5,5, газ сбросили и дальше оторвало кулак. То есть обидно, что если бы сейчас кулак не оторвало, мы бы снова не поехали в малярку, мы поехали бы на стенд и уже дальше добавляли мощности все больше и больше и больше. Так что продолжить обкатку мы, во-первых, сможем все равно, когда откатаем основные карты до отсечки до 7000, и потом уже поедем точно на стенд, где будем дальше настраивать мотор на стенде. Ну и, конечно же, нужно усиливать рычаги. В общем, следующая серия выйдет только через 2 недели, потому что у нас впереди малярка. В Милриф это минимум на неделю машина зависает, может даже больше, так что будет репортаж оттуда. И повторно, когда мы возвращаемся, мы пытаемся решить вопрос с кулаками, потому что с этим что-то не так. И более того, на втором кулаке, который у нас остался на машине сейчас, который выглядит нарядно, есть также следы от сварки. Его тоже уже обламывало, и его тоже уже варили. А новых найти пока не можем, нет наличий. То есть задача, видимо, будет с одной стороны делать косынки к этим ушам, чтобы они были надежнее, с другой стороны эти уши же, они обжимают шток шаровый, то есть они по-любому должны быть подвижные. Что делать, непонятно, но будем придумывать в следующей серии. Спасибо вам огромное, что смотрели эту. У нас наконец-то экшен, да, какой-никакой экшен. Огромное нам всем удачи, чтобы больше такого никогда не было. И пока.